Это преступление произошло 1 сентября 1950-го, в первый день нового учебного года. Два киевских школьника шли после уроков через пустырь и обнаружили тело. Они узнали мертвого. Это был ученик их школы. Отогнав бездомную собаку, готовую глодать труп, школьники сообщили о страшной находке взрослым. Прибывшим детективам мальчики назвали имя мертвого. Андрей Чиженко, 16 лет, учился в 8 классе, был переростком. В послевоенное время в школах было много ребят, которые пропустили учебу из-за войны. Дети назвали адрес Андрея. Сыщики понимали, именно им предстоит принести матери Чиженко страшную весть. Осмотр тела дал первые результаты. Насильственная смерть. Случилось это еще утром. Парню проломили череп сильным ударом тупого предмета. Судя по ранам, молотком. Картина для послевоенного Киева типичная. По всему городу орудовала банда молоточники. Молодые, наглые бандиты не оставляли свидетелей. С целью ограбления забивали насмерть молотками, даже если в кармане жертвы не было ничего, кроме мелочи. На руке убитого отчетливо был виден след от ремешка часов. Часы – вещь ценная. Продать легко, вот грабители и напали. Но что-то вызывало сомнения. Молоточники били со всех сторон, а тут один удар. Нападали в темное время, а тут убийство утром. И место для молоточников не характерное. Они вылавливали жертв в подворотнях, а здесь глухомань. Подстерегать жертву в таком месте – дело случая. Рядом с телом обнаружили отчетливый след. Эта улика мало что давала. Стандартная подошва и размер средний, ни большой, ни маленький. Портфель, найденный неподалеку, говорил о том, что парень шел в школу. На портфеле нашли свежий отпечаток пальца, который не принадлежал убитому. Но самой ценной находкой сыщики посчитали самодельную папиросу, самокрутку и спичку-незадувайку. Такими спичками пользовались немецкие солдаты во время войны. Проверили карманы брюк и обнаружили там кусочек галеты с латинскими буквами «Л-Э-И». Иностранное печенье, редкость в 50-м году. 5 лет назад галеты грызли все. Из Соединенных Штатов приходили по ленд-лизу. А в оккупированном Киеве ими угощали детей немецкие солдаты. Галеты входили в их военный сухой паёк. Сыщик пришел к матери Чиженко и сообщил ей страшную новость. Мать уже чувствовала беду. К ней буквально час назад заходила учительница Андрея и сообщила, что он прогулял занятия в первый день учебы. Мать убеждала разгневанную учительницу, что своими глазами видела, как он с другом Павлом направился на занятия. Мать Андрея как раз собиралась идти домой к этому товарищу, чтобы узнать, куда делся сын. Весть о его гибели сломала женщину. Во время разговора детектива с матерью на пороге дома появился тот самый приятель Андрея. Он сам был взволнован и обеспокоен. Парень подтвердил, что они действительно вместе пошли в школу, но по дороге Андрея окликнул какой-то молодой мужчина. Вид у него был бандитский. Высокий, сутулый, в глазах читалась угроза и агрессия. Андрей сразу сказал Павлу, чтобы он шел в школу, а сам остался разговаривать с незнакомцем. Павел утверждал, что когда-то видел этого человека. Тот крутился на житнем рынке, может, торговал чем-то или подворовывал. Мать Андрея поняла, кого описывал его товарищ. Убийство 16-летнего школьника ударом молотка по голове. Версия – разбойное нападение с целью завладения часами. По дороге в школу жертву встретил мужчина бандитского вида. Мать убитого по описанию понимает, о ком идет речь. 2 дня назад возле дома мать видела, как сын говорил с этим опасным типом. Тот требовал вернуть долг, угрожал, предупреждал, что сын никому не жаловался. Испуганная женщина предложила помочь, но Андрей сказал, что разберется сам. Проблемы с сыном были и раньше. Полгода назад Андрей связался с компанией неблагополучных ребят, все старше его. Стал скрытным, пропадал допоздна, таскал деньги из дома. Из-за этого были постоянные ссоры. Оказалось, у сына долг. Но в летние каникулы он пошел работать на стройку. Заработал, отдал, и все затихло. Причиной долгов убитого подростка, по мнению его друга, могло быть увлечение карточной игрой.
Андрей проигрывал, и у него не всегда была возможность покрыть долги. А часы он действительно носил. Их ему подарил отец, уходя на фронт. Мать даже назвала приметы часов – марка «Зим» и гравировка на задней крышке «Сыну Андрею». Молодого человека, который остановил Андрея на пути в школу, звали Роман Бузыка. Его хорошо знали в местном отделении милиции. Мелкий жулик, хулиган, вымогатель. Сыщики установили наблюдение за его домом и накрыли криминальное сборище за игрой в карты на деньги. Занятие в Советском Союзе запрещенное. Но главная находка – на руке Бузыки красовались часы. Это была марка «Зим» с дарственной надписью. Сомнений не было, вещь принадлежала убитому. Но признаваться в тяжком преступлении Бузыка не собирался. Кричал, что не убивал, а часы просто купил у Андрея. На допросе настроение задержанного изменилось. Он признался, что действительно подстерег школьника, чтобы потребовать остаток карточного долга. Но у того не было чем отдавать. Андрей отдал часы вместо проигранных денег. Сопоставили время. В 8 утра Бузыка заступил на смену 2-го Киевского пивзавода, где работал котельщиком. Это подтвердили на проходной. Больше получаса он добирался на работу. То есть на время смерти школьника у него было алиби. Отпечатки пальцев Бузыки не совпадали с отпечатками на портфеле. Не соответствовал и размер ноги со следом, найденным на месте преступления. Пришлось вывести его из круга подозреваемых. Новый толчок следствию дала мать убитого школьника. Она нашла в комнате сына деревянную коробочку с серебряными сережками, новыми, с заводской биркой. Вероятно, сын готовил кому-то подарок. Точно не ей. У нее мочки ушей не пробиты. Возможно, причиной убийства были отношения с девушкой. Об этом ничего следствию не сказал приятель Андрея. Сыщики решили получить информацию, придя к нему домой. Павел подтвердил, Андрей был влюблен в Надю, 20-летнюю студентку швейного училища, без взаимности. Она смеялась над чувствами мальчишки, который был младше ее на 4 года. Как-то Павел стал свидетелем нападения. Жених Нади избил Андрея. Он требовал, чтобы больше никогда подросток не приставал к ней. Грозился прибить, если еще раз узнает. В это время домой вернулся отец Павла, расстроенный, потрясенный известием о гибели мальчишки. Он ведь ему был как сын. Отец извинился, что не может долго говорить, очень устал. Тяжело работает на кирпичном заводе, на улице сухо, а он цементную грязь месит. Прощаясь, детективы пытались узнать дополнительные сведения о девушке и ее женихе. Павел почти ничего не знал, только имена. Она Надя, ее жених Николай. Вспомнил еще, что его прозвище «Заря» и приблизительно указал район, где тот может жить. Сыщики пошли в указанное место и расспросили соседей. Узнали, что недалеко находится дом Зарицких. Кличка «Заря» могла быть производной от этой фамилии. В доме их встретила женщина в траурном платке. Она сообщила, что 2 недели назад ее сын погиб. В пригороде подорвался на старой гранате. Трагическая случайность, которая в те годы не была редкостью. Мать подтвердила, сын ухаживал за Надей, студенткой училища. Девушка приходила к ней после гибели жениха. Плакала и винила себя в трагедии. В чем она была виновата, мать так и не поняла. Теперь сыщики не сомневались. Разговор с Надей необходим. Убийство школьника в пустынном месте города Киева. По дороге в школу жертвой неизвестного стал школьник-подросток. Новой версией мотива становится ревность жениха 20-летней студентки швейного училища. Но она сразу рассыпается. Жених погиб 2 недели назад, подорвавшись на немецкой гранате времен войны. Нашли Надю в общежитии швейного училища. Известие о смерти Андрея не вызвало у девушки и тени сочувствия. Она не знала, как избавиться от его навязчивого внимания. Подросток пытался добиться ее расположения дорогими подарками. Последний раз принес немецкий шоколад, галеты и кофе. И даже серебряные сережки. За какие деньги он это купил? Или украл? Надя от подарков отказалась. Правда, сладости взяла ее подруга по комнате. Продукты, которые Надя достала из шкафчика, были немецкого производства. И все военного времени. Сыщики уже знали, кусок галеты, найденный в кармане убитого, был торговой марки «Лейбниц».
Айзерне Порцион, солдат немецких войск, мог раскрыть только с позволения командира, когда доступ к нормальному питанию невозможен больше суток. Состоял из 150 грамм овощного концентрата супа либо колбасных консервов, 20 граммов молотого кофе и 250 грамм сухарей либо галет. Последние преимущественно из овсяной муки с добавлением гороха и конопли. Галеты делились на два сорта – для войск на передовой и для солдат в тылу с пониженным содержанием конопляной муки. При этом немецкие галеты были строго определенной формы, веса и толщины, а упаковка ровно 10 штук, 700 грамм. Выпускались на разных производствах, но самая известная – фабрика Лейбниц в Ганновере. В условиях окружения и продолжительных боев Айзерне Порцион был единственной возможностью выжить. Доставлялись упаковки с неприкосновенным рационом, эшелонами или авиацией. Бывало, что пилоты сбрасывали его прямо на передовую, иногда промахивались. Продукты становились добычей советских солдат, партизан и мирного населения. Отчаянные мальчишки решались на ночные вылазки на линию огня, чтобы вытащить из карманов убитых немцев галеты. О странных подарках малолетнего ухажера Надя рассказала жениху. Тот обещал разобраться и вскоре подорвался на гранате. Сопоставляя факты, сыщики приняли решение произвести обыск в доме Андрея. В комнате нашли интересную тетрадь с сокращениями, в которой, похоже, велся учет. Масштабы были немаленькие. Шоколад 3 упаковки, галеты ящик, кофе 2 ящика. И еще одно сокращение могло обозначать только гранаты. В тетради было написано 2 ящика. Детектив, обыскивающий сарай, нашел тайник. Там лежали шоколад, кофе, галеты и боевая немецкая граната. На точно такой же, согласно протоколу, подорвался жених Нади. Сыщики не надеялись, что сохранятся какие-то следы через 2 недели после взрыва. Но они все же поехали на городскую окраину к месту гибели Николая Зарицкого. При осмотре обратили внимание на спичку-незадувайку, лежащую в траве. Она была аналогична той, что нашли возле тела школьника. Следователь чувствовал, что разгадка где-то рядом. Ему просто надо что-то вспомнить. Кирпичный завод. Здесь совсем рядом кирпичный завод. И это белая грязь. Он видел такую на сапогах Кузьмы Прохорова. В случайное совпадение следователь не верил. Четкие белые следы привели к подземному ходу, прикрытому ветками. Сыщики обнаружили находку. В подземном бункере они нашли залежи продуктов и оружия, всеми забытый немецкий склад. На полу там валялись самокрутки. По прикусу, способу завертки и табаку они были идентичны той самокрутке, которую нашли на месте убийства Андрея. Осталось сравнить их с папиросами Кузьмы Прохорова. С этого сыщики и начали разговор с ним. Мужчина сразу понял, что попался, и оказал сопротивление. Под ноги сыщиков полетела граната. Воспользовавшись секундным замешательством, преступник попытался скрыться, но ему помешала хромота. На допросе Кузьма говорил, что немецкий склад обнаружил случайно, идя с работы. Продукты брал понемногу, не пропадать же добру. Подростка не убивал. Детективы быстро выяснили, Прохоров на фронт не попал из-за инвалидности, оказался в оккупации. Сотрудничал с немецкими властями, был провокатором. Его подсаживали к пленным, и он докладывал нацистам содержание разговоров. Отказ от сотрудничества со следствием в таких обстоятельствах грозил смертной казнью. И Прохоров заговорил. О складе он узнал от одного немецкого солдата, спешно покидавшего Киев. Постоянно ходил туда за продуктами, никогда не продавал в этом городе, переправлял в Одессу. Однажды он с сыном и Андреем пошел на рыбалку. Там мальчишка угостил их немецкими галетами. Прохоров сразу узнал пачку. Он проследил за Андреем и убедился, тот лазает в его склад. Нужно было срочно перепрятать продукты, иначе мальчишка все вынесет или кому-то проговорится. Очень скоро опасения мужчины оправдались. О тайнике узнал Николай, ревнивый жених. Он крутился недалеко от входа на склад и подорвался на гранате, которую обронил Андрей.
Школьник так испугался, что прибежал за советом к Кузьме, не догадываясь, что тот давно тащит продукты со склада. Кузьма уговорил мальчика никому ничего не рассказывать и решил как можно быстрее сделать так, чтобы он замолчал навсегда. В городе ходили слухи о банде молоточников. Кузьма решил имитировать преступление под их почерк. Он искал удобного случая, чтобы расправиться с Андреем. Появление Бузыки сыграло ему на руку. Кузьма быстро сообразил, что это поможет запутать следствие. Он дождался, когда Андрей останется один, и нанес ему удар молотком по голове. За убийство мужчина получил 10 лет тюрьмы. Но параллельно подняли дело о его сотрудничестве с нацистами. В 1952 году Кузьму Фомина казнили.